Почему скрывают теорию эфира? Сегодня я расскажу вам о запретной теории, которая могла бы облегчить жизнь всего человечества и вырвать его из лап жадных корпораций. Известно, что понятие эфира существовало с далекой древности, и совсем не случайно древние философы называли эфир заполнителем пустоты. Однако постепенно о теории эфира стали задумываться и ученые. Так, в 1618 году ученый-физик из Франции Рене Декарт выдвинул гипотезу о существовании светоносного эфира. После появления этой гипотезы для ее практического обоснования многие ученые занялись поисками этого загадочного эфира. Одним из таких ученых был и наш известный соотечественник Дмитрий Менделеев, который включил эфир, назвав его ньютонием, в свою замечательную таблицу элементов. Однако до нас эта таблица дошла уже в урезанном фальсифицированном виде, поскольку мировой элите было совсем даже невыгодно, чтобы простые люди получили доступ к свободной эфирной энергии и бестопливным технологиям, которые могли лишить топливоэнергетические и металлургические концерны, принадлежащие богатейшим кланам Земли, их баснословных прибылей, получаемых за счет реализации традиционного углеводородного топлива и проводной энергетики. Также малоизвестным является тот факт, что еще в 1904 году Менделеев опубликовал концепцию мирового эфира, которая в то время бурно обсуждалась в научном мире. В своей научной работе, посвященной теме эфира, российский ученый выдвинул предположение, что эфир, наполняющий межпланетное пространство, является средой, которая передает свет, тепло и даже гравитацию. По мнению Менделеева, все пространство заполнено этим невидимым эфиром, газом с очень малым весом и неизученными свойствами. Но главное другое – дорога к освоению человечеством экологически чистой и бестопливной энергетики была закрыта, а монополия иллюминатов на топливные ресурсы сохранилась. К настоящему времени в бестопливной энергетике достигнут большой прогресс. Чтобы познакомиться с этими технологиями, можно скачать в интернете журналы «Новая энергетика». Попытки внедрить бестопливные технологии в широкую практику обычно кончаются для авторов этих проектов плохо. Наука, техника, а главное печать находятся под контролем иллюминатов. Кроме того, нарастающие экологические проблемы используются иллюминатами для пропаганды идей о количестве населения планеты. Однако тема эфира и особенно эфирных технологий была негласно объявлена хозяевами мировой элиты запретной для простых людей. А потому служащие мировой пирамиде власти структуры постарались сфальсифицировать и объявить лженаукой все открытия ученых и результаты экспериментов в этой области. Также и ими была подкорректирована и таблица элементов Менделеева. Сейчас все больше независимых исследователей и ученых начинают снова возвращаться к теории эфира и эфирным технологиям. Так, например, доктор технических наук Ацуковский наблюдает 25 февраля 2011 года за колоссальным выбросом солнечной плазмы, который в 50 раз превысил размеры Земли, задался вполне резонным вопросом. Откуда наше светило берет энергию для таких колоссальных выбросов? Вот что об этом говорит кандидат физико-математических наук Саль. Вопреки экспериментам Майкельсона, Морли и Миллера, физическое сообщество становится на путь отрицания эфирного ветра и эфира. Совершается подлог, когда вместо высокоточных экспериментов Миллера, достоверность которых подтверждена практикой работы с волоконно-оптическими и СВЧ-системами цифровой связи, на веру были приняты результаты экспериментов с интерферометрами, находящимися в металлической оболочке, где эфирного ветра быть не может. Вот видите, планы хозяев мировой элиты основываются на тезисах об исчерпаемости ресурсов нашей планеты. Но именно те же самые силы и утаивают от человечества имеющиеся в их распоряжении бестопливные технологии свободной энергии, которые уже десятилетиями втайне от простых людей активно используются в подземных городах-убежищах, разбросанных по всему миру. И все же, благодаря честным ученым и исследователям, процесс раскрытия для человечества положений, теории эфира и постепенного внедрения бестопливных технологий становится все более необратимым. Несмотря на усилия всех видов слуг негуманоидного разума, предавших интересы человечества и пытающихся затормозить этот процесс. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.